Всем привет! И сегодня я расскажу вам, как вязать корзину из джута крючком. Корзину? Опять? Да у тебя полно вязаных корзин, подумали вы. Но погодите, такую я еще не вязала. Это будет мое первое действительно законченное изделие из джута, даже из двух типов джута. Заинтриговала? Ну что ж, давайте начнем. Мне понадобится два типа джутового шнура. Первый – это толстый канат толщиной 6 мм. Я припасла такого каната 30 метров, но надеюсь извязать не все 30 на одну такую корзину. Толстый канат будет выполнять в моем вязании роль сердечника. Я буду вязать обычными столбиками без накида, прокладывая канат внутри. За счет такого укрепления петли в моей корзине будут объемными, а стенки будут хорошо держать форму. Второй тип джута у меня – это тонкая и рыхлая джутовая пряжа. Арахно джут 90 метров в 100 граммах. Этой пряжей я и буду выполнять свои столбики без накида. Цвет джутовой пряжи я подбирала в цвет каната, так как пряжа эта существует в различных оттенках, а вот канат нет. Поэтому мой цвет так и называется просто натуральный. Беру толстый канат и тонкую пряжу. Крючок я буду использовать 4 мм. И начинаю обвязывать канат тонкой пряжей. Делаю воздушную петлю. И дальше я делаю еще 8 столбиков без накида. 8 столбиков без накида у меня будут образовывать в данном вязании первый ряд. То есть это будет не 6 столбиков без накида, как я обычно всегда делаю, а 8 для первого ряда. Итак, смотрите, 8 столбиков без накида готово. Первая петля в данном случае является отдельной петлей подъема и в это число не входит. Если мы сейчас пересчитаем горизонтальные косички, их должно быть 8. У меня 8, у меня все правильно. Дальше я подтягиваю канат так, чтобы хвостик его скрылся в вязании. Можно прям вплотную. И делаю кругляшок из каната. Продолжаю вязать по спирали, прокладывая свой канат внутри и обвязывая его тонкой джутовой пряжей. В данном случае я буду делать по 2 столбика без накида в каждую горизонтальную косичку. Итого во втором ряду у меня получится 16 столбиков без накида. Начинаю второй ряд. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю предыдущего ряда и делаю столбики без накида, внутри которых у меня лежит толстый канат. Немножко неудобно это делать на камеру. По 2 столбика без накида в каждую точку. Можно еще подтянуть потом хвостик. Должно получиться 16. Я рекомендую пересчитывать горизонтальные петли после каждого ряда. У меня 16, значит, у меня все правильно. С третьего ряда я буду использовать контрастную нить для того, чтобы отмечать начало и конец моего ряда. Итак, у меня третий ряд. Просто кладу контрастную нить в начало. И в этом видео ряды в своем идеальном круге я буду вязать не по какой-то схеме, а буду использовать формулу для этих рядов. Если у вас ряд нечетный, то формула для нечетного ряда будет выглядеть следующим образом.
где n это номер ряда минус 2, а x это число петель в первом ряду. У меня это 8. То есть в данном случае n у меня равно 3, а x равно 8. Получается, что раппорт моего узора в третьем ряду будет равен 1 столбик без накида, дальше прибавка, то есть 2 столбика без накида в одну точку. И повторяем это 8 раз. Снова 1 столбик без накида. Прибавка, то есть 2 столбика без накида в одну точку. Еще 6 раз. 1 столбик без накида. 2 столбика без накида в одну точку. Ну и так до конца ряда, пока не встретитесь со своей контрастной нитью. Все, я дошла до конца ряда, повторила свой раппорт 8 раз. И если я опять пересчитаю петли в этом ряду, вот эти горизонтальные косички, то их будет 24. Я рекомендую это делать, я рекомендую пересчитывать в конце каждого ряда петли, чтобы не ошибиться. Количество петель должно быть равно номер ряда, умноженный на число петель, которые вы набрали в самом начале. Я набрала 8 петель, ряд у меня третий, итого это получается 24. Четвертый ряд. Четвертый ряд – это четный ряд. Для него формула выглядит немножко по-другому. Формула для каждого четного ряда будет равна n, где n опять-таки это номер ряда минус 2, деленное на 2, дальше прибавка, и дальше опять n, деленное на 2. И все это повторяется x раз, где x – число петель, набранное в начале. В моем случае это 8. Итак, давайте на практике посмотрим, чему же равен четвертый ряд. Перекидываю контрастную нить, чтобы она у меня перешла на следующий ряд. Итак, мой ряд номер 4. Соответственно, n у меня равна 2. Это 4 минус 2. 2 деленное на 2 это 1. Значит, я делаю 1 столбик без накида. Дальше идет прибавка. Это 2 столбика без накида в одну точку. И снова 1 столбик без накида. И повторяю это 8 раз. Ну, то есть один раз я сделала, осталось еще 7. Снова 1 столбик без накида. Прибавка, то есть 2 столбика без накида в одну точку. И снова 1 столбик без накида. Остается провязать еще 6 таких повторений. Четвертый ряд закончен. Я рекомендую снова пересчитать косички. Их должно быть 32, у меня все правильно. И перехожу к пятому ряду. Давайте применим еще раз формулу к пятому ряду. Итак, я напоминаю, что если ряд у меня нечетный, то я делаю раппорт, это n, где n номер ряда минус 2, то есть в данном случае, если ряд пятый, то n будет равно 3, прибавка, и все это повторяем 8 раз. Снова перекладываю контрастную нитку в начало следующего ряда.
Вяжу 3 столбика без накида. И дальше прибавка. Снова 3 столбика без накида. И дальше прибавка. И так до конца ряда. Данная формула позволяет нам смещать прибавки и не делать их одна на другой. Таким образом, форма нашего вязания получится не шестиугольник, точнее не восьмиугольник, а круг. Потому что если делать прибавки одна над другой, то тогда начинает получаться восьмиугольник или шестиугольник. В общем, тот угольник, который вы сделали в самом первом ряду. Столько у вас углов и будет. А вот если смещать их, в данном случае они смещаются. Они смещаются на маленьких рядах, пока этого не очень заметно, но они делаются как бы в середине раппорта следующего. Когда у вас будут уже большие номера рядов, вы это очень хорошо увидите. Пятый ряд у меня закончен, и если пересчитать петли в пятом ряду, то их будет 40. Каждый раз, когда я начинаю новый ряд, я сначала прокладываю свою контрастную нитку, тем самым отмечаю первую петлю. Следующий ряд у меня шестой, давайте посмотрим эту формулу для шестого ряда. Шестой ряд — это опять четный ряд, соответственно, формула для шестого ряда выглядит как n, где n это число, это номер ряда, минус 2, деленное на 2, дальше прибавка, затем опять n, деленное на 2, и все это повторяется 8 раз. То есть ряд у меня шестой, значит n равно 4. 4 деленное на 2 это 2 столбика без накида. Раз, два. Прибавка. И дальше снова 2 столбика без накида. И повторяем это 8 раз, так как в данном случае мой круг состоит из 8 клиньев. Ну и дальше я продолжу вязать этот круг на тот диаметр, который мне нужен, получая каждый раз раппорт по формуле, подставляя значение, номер своего ряда в эту формулу и получаю свои повторения, которые я должна буду сделать. Таким образом, формула довольно-таки универсальна, не нужно использовать никаких схем, и можно получить идеальный круг на бесконечное число рядов. И одним из недостатков этого джута, который вы можете наблюдать у меня на столе, это вот эта вот мелкая пыль. Она происходит вот от этой пряжи. Вот эта мягкая, рыхлая джутовая пряжа, она пылит. Особенно она пылит, если я буду распускать это вязание, тогда здесь будет пыли еще в 2 раза больше. Поэтому имейте в виду, у нее такой недостаток, и у вас могут просто начать чесаться руки от джута. Периодически я еще глажу свой круг. Для того, чтобы он не приобретал форму шапочки, и для того, чтобы его в конце не пришлось очень сильно уж распрямлять. Поэтому я где-то в середине тоже проглаживаю.
Я связала 16 рядов для своего донышка и решила, что этого мне будет достаточно. Сейчас я его измерю. Примерно 26 сантиметров. Дальше я продолжу вязание по спирали, но уже не буду делать никаких прибавок. А просто буду вязать по одному столбику без накида в каждый столбик без накида предыдущего ряда. Тем самым у меня круг перестанет расширяться, и, соответственно, у меня получится уже не донышко, а начнут формироваться стеночки. Здесь я уже бросаю считать, но продолжаю откладывать вот этой своей контрастной ниткой начало и конец ряда. Это нужно для того, что если я вдруг где-то ошибусь, я легко потом смогу сориентироваться и распустить нужное количество мне петель. Поэтому контрастную нить я удалю лишь в самом конце. Донышко у меня получилось не совсем плоское. Оно имеет небольшую такую форму шапочки, но мне кажется, это случилось потому, что я слишком сильно затягивала вот этот вот канат внутри. Либо можно было взять крючок на номер побольше, потому что 8 петель для круга из столбиков без накида, которые мы набрали в начале, этого вполне достаточно для того, чтобы получить здесь плоский круг, а не шапочку. Ну, я его гладила несколько раз, и все равно, вот видите, какие-то волны еще остались. Поэтому, наверное, в следующий раз я буду вязать большим номером крючка, чем 4. Внимательный глаз, наверное, заметит, что я делаю не совсем обычные столбики без накида, я делаю скрещенные столбики без накида. Хотя на таком вязании это не очень заметно, именно какие столбики без накида у меня получаются, скрещенные или обычные. Чем отличаются скрещенные от обычных? Подхватом рабочей нити, то есть когда крючок кладется сверху рабочей нити, и, соответственно, можно видеть, как петелька перевивается на крючке. Ну, мне просто так захотелось, так рука взяла в самом начале, и я продолжила вязать именно скрещенные петли. Думаю, это совершенно не принципиально. На данный момент я уже извязала 2 вот таких мотка джутовой пряжи и перехожу к третьему. Я вам хотела показать, как я связываю пряжу, ну точнее, как я не связываю пряжу, потому что узелки мне никогда не нравились, а особенно в такой пряже, как джутовая. Я предпочитаю делать следующим образом. Я беру второй моток, прикладываю его там, где у меня канат идет, и начинаю обвязывать эту нить вместе с канатом. Ну, здесь все довольно легко. Буквально 2-3 столбика. Дальше тяну вот за этот хвостик, так, чтобы он спрятался. И меняю нити. Продолжаю дальше вязать уже новой ниткой. Первый столбик я делаю еще старый. Шляпку от него делаю новый. И хвостик, который у меня вот здесь еще остался, точно так же прячу внутри вязания. Делаю обычные столбики. Таким образом, мои нити меняются без узелков. Довольно гармонично это происходит и красиво.
В первом мотке пряжи у меня были даже разрывы, второй мне попался абсолютно цельный. Надеюсь, что третий будет цельный, но могу сказать, что да, в этой пряже бывают разрывы. Канат у меня, естественно, без разрывов. 30 метров единым канатом. И связала я 3 мотка к этому моменту и уже начала 4-й вязать. Вот такая получается большая корзина. Буду вязать на всю длину своего каната. Все 30 метров я решила израсходовать. Успела к этому времени натереть себе палец в 2 местах даже, потому что это все-таки не пряжа, а бельевая веревка, которую просто сейчас называют пряжей и из которой предлагают вязать. Но она трет, и она не очень приятная к коже. Ну, я думаю, это и так было понятно без моих пояснений. Плюс еще она пылит, поэтому для тех, у кого аллергия, для тех, у кого могут чесаться руки от нее, эта пряжа не подходит. У меня почти закончился канат, его остается лишь на 1 виток. И дальше я его разрежу, сделаю потоньше, для того, чтобы вот этот ряд плавно уменьшился и не было такой ступеньки в конце. Так, канат состоит из 4 нитей, и я просто их раскручу. Сначала отрежу 1 нить, потом раскручу еще 1 нить. Но отрежу ее уже подальше. Таким образом у меня получается плавное истончение этого каната. Ну и с последней нитью я поступлю точно так же. Снова раскручиваю. И тоже отрезаю ее немного подальше, чем предыдущие 2. Все, дальше продолжаю просто вязать, пока у меня не закончится канат. Когда мой канат закончится совсем, закончится его последняя нить, я повяжу еще немножечко без каната внутри, для того, чтобы сгладить эту ступеньку. Посмотрите, каким получается последний ряд. В самом своем начале он имеет еще такую же высоту, как и все остальные ряды. И постепенно этот ряд становится тоньше, тоньше и тоньше. Дальше нить я обматываю вокруг корзинки 3 раза. Не туго обматываю. И
где-то на третьем витке я ее обрезаю. Соединяю ряд бесшовно с помощью протяжки. Протяжку делаю за следующую петлю, которая идет после столбика. То есть одну петлю пропускаю, и вот в следующую с изнаночной стороны я вставляю крючок, подхватываю нитку, вывожу ее наизнанку, делаю протяжку. И дальше я обвязываю этой ниткой край соединительными петлями. Вставляю крючок под косичку, затем под следующую и одну косичку, одну петлю через другую. Продолжаю так до конца ряда. Вставляю крючок под косичку, за обе дужки делаю соединительные петли. Трех витков нитки, обмотанных вокруг корзинки, мне не хватило. У меня еще примерно полряда. Надо было, наверное, раз 6 обмотать. Ну ладно, продолжу это вязание новой нитью, а потом просто кончики аккуратно спрячу. Все, ряд я довязала до конца, и теперь его соединяю тоже с помощью протяжки. Крючок вставляю под обе дужки самого первого стежка, подхватываю нить, вывожу ее и дальше вставляю крючок туда, откуда выходит нить, с изнанки, и вот в этот, в последний стежок. Вот так. Снова подхватываю нить, снова вывожу ее. Небольшая ступенька все же получилась у меня, да, вот здесь у меня заканчивается мой канат, нет, канат заканчивается где-то вот здесь, а здесь заканчивается мое вязание. Но все же, если бы я не расщепила канат и не сделала такое плавное истончение этого каната, то здесь была бы большая ступенька, а так она почти незаметна. Вставляю хвостик в иголку. Допустим, как-то так. И прячу его на изнанке в вязании. Поступаю так со всеми хвостиками, которые мне не нравятся.
Сама корзина готова, все нитки я спрятала на изнанке, и теперь остался самый приятный момент. Это выдернуть вот эту вот контрастную нить. Так, ты же должна легко выдергиваться. Угу. Ну, практически одним движением руки. Или двумя. Все, нить я выдернула, теперь мне нужно погладить стенки, потому что на самом деле стенки получились не очень ровные. В таком вязании, когда внутри ряда прокладывается кольцо из какой-то пряжи, жгута или какого-то там другого уплотнителя, очень сложно сделать эти кольца всегда одинакового диаметра, одинакового размера, и получается, что кое-где у меня стенки стянуты больше, кое-где меньше, поэтому я пойду и просто поглажу стенки этой корзинки. Корзинку я почти закончила, я решила сделать к ней ручки. Вот такую я сделала витую ручку из джутовой пряжи. И сейчас с противоположной стороны я расскажу, как же я ее делала. Отрезаю 2 метра 15 сантиметров джутовой пряжи для основания этой ручки. Ну, то есть мне нужно будет на 2 ручки 2 таких отреза. Делаю разметку на сумке. Симметрично с противоположной стороны. И дальше с помощью крючка я буду протаскивать эту пряжу через вязание. Один стежок у меня получился. Теперь возвращаюсь обратно. Делаю второй такой же стежок. Поправляю все. Теперь снова в эту сторону. Ну, я делаю так, пока не закончится моя нить. И пока у меня не будет 8 веревочек. Сейчас, если посчитать, у меня 3 веревочки. И вот она, 4-я, как бы связующая. Смотрите. Вот смотрите, сейчас, если посчитать, у меня 1, 2, 3, и вот если связать вот эти концы, у меня будет 4 веревочки. Я мотаю так туда-сюда, пока у меня не окажется 8 веревочек. Затем связываю кончики воедино. И аккуратненько вот так вот распределяю нити, чтобы они были просто одинаковой длины. Завязываю хвостики вместе и дальше делаю нити просто одинаковой длины.
Ну вот, примерно так. Основа для моей ручки готова. Беру клубочек, хвостик держу пальцами и начинаю приматывать этот хвостик к ручке и саму ручку обматываю нитью. Я делала такую ручку для сумки Магнолии. В принципе, мне кажется, сюда она тоже хорошо подходит. Если вам будет интересно посмотреть, то ссылку на то видео, где я делаю эту ручку для сумки Магнолии, я оставлю вот здесь по подсказке, либо внизу под видео. Укладываю виток за витком. Хвостик я приматываю, тем самым как бы он и будет держаться. Так прохожусь по всей ручке. Вот пока что получается. Витки еще я подтягиваю пальцами к основанию, чтобы они были поплотнее. Ну и так далее вот до этого края. Так, после того, как ручка обмотана целиком, нужно закрепить нить. Обрезаю. Вставляю в иголку. Вставила нить в иголку и затем вставляю иголку вот под все эти витки. Ну и просто протаскиваю иголку через витки. Руками здесь не протащить, поэтому нужно взять инструмент посерьезней. Примерно так. Торчащий хвостик просто обрезаю. Все, на этом корзинка у меня полностью готова. Вот у нее две ручки. В высоту корзинка получилась 30 сантиметров. Дно я уже измеряла, оно равно 26 сантиметров. На эту корзину у меня ушло 30 метров каната. Это вот толстая вот та веревка, которая является сердечником между моими столбиками. Это канат, его ушло 30 метров. И у меня ушло вот этой пряжи почти 5 мотков. И могу сказать, что мне не очень понравилось вязать из джута. Я натерла себе все пальцы на левой руке. Это вот эффект этой пряжи. Она жесткая. Я уже говорила, что она пылит, когда вы ее распускаете, или когда там просто вяжете, она тоже немножко пылит. Пылит как канат, который все-таки более плотный, и пылит сама вот эта пряжа. Поэтому я думаю, просто это эффект такого материала. Стоимость материалов, которые я потратила на эту корзинку. Канат стоил примерно $10, ну, то есть возьмем 600 рублей. И 5 мотков вот этой пряжи, это один моток стоит 166 рублей. Итого где-то приблизительно на 1500. Ну, как-то так дороговато немножко, мне кажется. Из трикотажной пряжи у меня бы вышло на 1500 корзинка даже побольше, чем это.
И, наверное, она была бы и помягче. Не думаю, что я возьмусь вязать вторую такую корзинку. И у меня возникает просто вопрос, что в ней хранить? Из-за того, что пылит сама пряжа и пылит даже канат, который проходит внутри, я не знаю, что в ней хранить. Если, например, хранить в такой корзинке картошку или лук, то он будет пыльный. Хранить какие-то домашние вещи, они тоже будут все вот в этих мелких пылинках, что потом будет не очень приятно. Я, конечно, надеюсь, что если я ее постираю, возможно, она перестанет пылить. Но пока я просто не знаю, что в ней хранить и для чего может пригодиться такая корзина. Для игрушек у меня нет дома игрушек. Для какой-то мелочевки, ну вот мне не хочется потом отмывать каждый раз. Может быть, инструменты туда сложить? Инструментов вот у меня полно всяких строительных. Не знаю. В общем, жду ваших советов по поводу того, что можно хранить в этой корзинке. Также, что можно с ней сделать, чтобы джут перестал пылить. Потому что я первый раз вязала из джута такую большую вещь. А если вам понравилось это видео и оно оказалось для вас полезным, то не забудьте поставить какой-нибудь палец вверх. До новых встреч на моем канале. Пока-пока!